Что ж, сегодня будет необычная теория по игре Зайчик. Пускай она может быть маленькая, но она может быть самой правдоподобной среди других теорий. Возможно, эта теория раскроет абсолютно все в игре Зайчик. Что ж, хочу я начать с того, что за такой гараж, который появляется в разных местах леса и даже в разных местах деревни. Что же, в игре была дана информация, что гараж не один, и гараж стоит на одном месте. Просто этих гаражей много, и все эти гаражи раскиданы по разным сторонам леса. Хорошо, гаражи-то реальные, а что за тогда звери, которые заманивают Антона в лес? Что же, скажу сразу, что все звери, кроме хозяина леса, это выдумка Антона. Давайте вспомним то, что у Антона психические расстройства, и то, что Антон, по сути-то, ненормальный. Так вот, он еще пьет и таблетки от галлюцинаций. И как бы я думаю, что Антон выдумал всех этих зверей, кроме хозяина леса. Хозяин леса же реальный, потому что его видела Оля. Оля видела его по телевизору вместе с Антоном. Хорошо, вы спросите, а если животное это выдумка и хозяин леса реальный, то почему, когда в 4-м эпизоде Антон и Оля шли к хозяину лесу, который притворялся Дедом Морозом, почему они шли и видели оба этих животных? Так вот, я вам отвечу, что Оля видела Деда Мороза, хозяина леса, но животных она не видела, Антон сам ее вел. Вот, и Антон выдумал то, что Оля разговаривала с этими животными. Кстати, Антон выдумывал животных, которые были похожи на его пропавших друзей. Алиса похожа на Катю, ну и на Полину тоже. Медведь похож на Семена, волк на Рому, а сова на Бяшу. Хотя вы скажете, что сестра главного героя видела сову в 1-м эпизоде. Вот, я вам отвечу, что на самом деле, ну да, она видела какую-то там сову, но это была не та сова, которой воображал Антон. Хорошо, вы спросите, а зачем Антону надо воображать каких-то там зверей? Зачем ему надо ходить одному ночью тогда по лесу? И зачем он водил Олю к этому самому хозяину леса? Дело в том, что Антон это настоящий убийца. Да, он с самого начала знал про гаражи. Антон знал и притворялся, что он первый раз видит этот самый гараж. Он знал про эту самую мясорубку. Он знал про Катю в ней. Но спросите, зачем ему все это? Я вам отвечу, потому что он больной человек. И при том, вспомните, сколько раз за игру он принимал таблетки. Только 2 раза на моей памяти. Тогда вы спросите, а что это за такой хозяин леса? Хозяином леса называли того самого бывшего убийцу. А вот Антон внушал себе то, что этот самый бывший убийца есть до сих пор. И то, что это какой-то черт, который заставляет его убивать других людей. Рассказ Полины про шамана и тайгу заставил Антона еще больше поверить в его свой выдуманный бред. И в итоге мы получаем историю, где главный герой это маньяк. Все остальное в игре, разговор с Полиной, драка с Семеном, получение собственного полароида, это все было наяву. Кстати, помните тот самый момент в 1-м эпизоде, где Антон вышел на улицу и нашел варежку пропавшего ребенка? Так вот, почему Тихонов не заметил эту самую варежку, хотя он проходил мимо ихнего дома и мимо этого леса? Делаем вывод, то что эта варежка была изначально у Антона, потому что Антон похитил этого самого ребенка в тот самый гараж. Вот такая вот теория. Надеюсь, вам понравилось. И да, надеюсь, вы поставите лайк, напишите комментарий, но это как вы хотите. Ну и вступайте в наше братство теоретиков. Всем удачи, всем пока.